Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, яркие детские слитки. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги где-то 27 и до 29 они точно подойдут. В процессе вязания мы с вами будем измерять каждую деталь в сантиметрах, так, чтобы вы смогли связать такого плана слитки абсолютно на любой размер ноги. Вязать эти слитки я буду из пряжи Alize Lana Gold. Я взяла 3 оттенка пряжи: голубой, белый и желтый. Вы можете использовать абсолютно любое количество цветов. Можно будет связать слитки однотонные или вот как я в мастер-классе вязала их цветными. Здесь в следок я вставила вот детский туфелек, так, чтобы он держал форму. Здесь, конечно, вот это расстояние получается вот чуть более высоким, нежели детская ножка. Ну, просто для примера, чтобы показать, как это будет смотреться вот на ножке. Я постараюсь сделать фотографии данных слитков на ребенке своем, поэтому, если получится, я обязательно вставлю или фотографии, или, возможно, получится снять какие-то небольшие кусочки видео. У дочки моей размер ноги 28, поэтому, ну вот, если получится, вы сможете посмотреть, как данные слитки будут смотреться именно на ребенке. Перед тем, как приступать к вязанию, мы сначала с вами разберемся с принципом вязания данных слитков, и я вам расскажу, за счет чего данные слитки можно сделать на какой-то другой размер ноги. Значит, смотрите, для начала мы с вами провяжем вот эту резинку. Высоту этой резинки можете вязать абсолютно любую. Высота этой резинки, ну вот как на мой взгляд, такое что-то среднее, то есть смело можно вязать было бы и на несколько сантиметров выше, было бы точно не хуже, ну, короче, я думаю, может быть, даже и не стоит вязать. Высота этой резинки будет где-то примерно 4,5-5 сантиметров. Дальше мы провяжем еще после резинки небольшой участок. Это, скажем так, вот этого нашего подъема верхнего, где у нас резинка, вот это 2 ряда платочной вязкой. И дальше мы начнем вывязывать наш мысок. По поводу ширины этой резинки. Для резинки здесь в мастер-классе мы будем с вами набирать 40 петель. Ну, смотрите, резинка получается вот достаточно такая эластичная, то есть она хорошо одевается на ногу ребенка. Поэтому, что касается количества петель для резинки, ну вот, как мне кажется, для ребенка лет от 3, наверное, до 7, может даже 8 смело можно набирать вот именно это количество петель, но вязать нужно вот, ну вот видите, средняя такая плотность. Поэтому, к примеру, если вы вяжете очень туго или очень свободно, ну здесь просто нужно учитывать это и рассчитывать тогда самостоятельно, сколько нужно набрать вот петель для резинки. Если, к примеру, нужно связать слитки, скажем так, для ребенка уже старше 8 лет, ну буквально на несколько петель можно набрать больше. Если совсем для маленького ребенка, то тогда, конечно, надо будет набрать, может, даже петли на 4 меньше, нежели я показываю в мастер-классе. Так, с резинкой мы с вами разобрались. Как я сказала, дальше мы начнем вывязывать вот этот наш мысок. Размер наших слитков можно отрегулировать будет за счет вот этого мыска. То есть, ну, опять же, можно примерять это примерно на ногу ребенка и смотреть, вот сколько нужно вам провязать, так, чтобы вот если немножечко растянув этот мысок вот этот доходил до пальчиков, ну, скажем так, у ребенка. Если, опять же, нет возможности примерять, что могу порекомендовать вам я? В этом случае я бы рекомендовала вам обратить внимание на то, где я показываю, сколько сантиметров у меня провязана каждая деталь. Исходя из этого, вы можете, ну, примерно посчитать, сколько еще там, допустим, сантиметров вам нужно провязать больше или наоборот меньше, чтобы слитки у вас получились на нужный размер ноги. Так как вот эти замеры в сантиметрах в мастер-классе, который я буду говорить, это вот для этих слитков, которые я буду вязать на размер ноги 27-29. Дальше, после того, как мы вывяжем наш мысок, мы будем вывязывать вот этот подъем. Дальше в мастер-классе я вам говорю, что этот подъем можно будет вязать или из 4 платочных дорожек, вот. В мастер-классе я вяжу из 5 платочных дорожек. После того, как мы вывяжем этот подъем, мы приступим к вывязыванию вот этой нашей подошвы. Я вам сейчас вставлю таблицу здесь где-нибудь, где можно будет посмотреть,
какому размеру ноги какое количество сантиметров соответствует, чтобы вы могли примерно ориентироваться. А я сейчас, вот смотрите, беру свой следок, если вот я его вот так вот складываю, как носочек, скажем так, и сразу же начинаю, вот смотрите, если измерять, вот, получается у меня по, вот так вот плоско, если ложим, по подошве где-то, вот, видите, вот почти 17 сантиметров. 17 сантиметров по подошве у нас будет соответствовать 27 размеру ноги. Но, а с учетом того, что вы видите, платочная вязка у нас очень хорошо тянется, поэтому я говорю, что от 27 минимум до 29 точно данные следочки точно подойдут. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные следки детские, предлагаю связать их вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Набирать петли для резинки я буду на 2 чулочные спицы, диаметр 3 мм. При желании можно набирать и на одну спицу. Главное, контролируем натяжение вот петель и нити так, чтобы край потом у нас не был сильно перетянут. Поэтому обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю сейчас 40 петель. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше провязываю. Одна петля лицевая, вторая петля изнаночная. Одна петля лицевая, одна изнаночная. То есть сейчас мы с вами вяжем резинку 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная петля. Таким образом довязываем наш первый ряд до конца. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Первый ряд я провязала, вязание вот я перевернула. И смотрите, вот это наша сторона, то есть вот где мы сейчас будем провязывать наш второй ряд, и будет являться лицевой стороной, так как здесь у нас идет вот по краю такая красивая наборная косичка, а здесь у нас с обратной стороны идут как такие вот узелочки изнаночные. Поэтому вот сейчас мы приступаем к вязанию второго лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше все петли провязываю по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть дальше продолжаем вязать резинку 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная петля. Таким образом мы сейчас с вами провяжем второй лицевой и третий изнаночный ряд вот ниточкой голубого цвета. И встретимся в начале 4-го ряда. И вот я провязала 3 ряда ниточкой голубого цвета, и теперь я буду продолжать вязать вот нашу резинку 1 на 1, только сейчас я буду брать вот ниточку контрастного цвета. В моем случае это белый цвет. Никаких закрепляющих узелков здесь я не делаю, просто вот край прикладываю к полотну, и первую кромочную петлю при смене цвета вот здесь именно я буду провязывать лицевой петлей. И дальше я продолжаю вязать вот резинку 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная петля. То есть петли вяжем все по рисунку. То есть лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Таким образом мы сейчас ниточкой белого цвета провяжем 2 ряда. Лицевой и изнаночный. Это получается 4-й и 5-й ряд нашей резинки. Итак, я провязала 2 ряда резинки вот ниточкой белого цвета. Вот таким образом сейчас выглядит мое вязание. И теперь я беру следующий цвет. То есть в моем случае это желтый. Опять же, никаких закрепляющих узелков не делаю, просто край ниточки прикладываю. При этом, смотрите, ни белую, ни голубую ниточку от мотка мы не обрываем. То есть мы их оставляем вот здесь вот. И дальше я беру вот ниточку желтого цвета. И сейчас также 2 ряда резинки я провяжу вот желтым цветом. То есть лицевой и изнаночный. Это получается 6-й и 7-й ряд. Итак, вот я провязала еще 2 ряда резинки желтым цветом. Теперь смотрите, вот здесь сбоку я поднимаю снова ниточку голубого цвета и опять буду продолжать вязать резинку 1 на 1. Вот видите, край не перетягиваем, первую кромочную петлю провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная петля. Также я буду провязывать 2 ряда лицевой и изнаночный, после чего подниму снова ниточку вот здесь сбоку вот от моточка белого цвета, 2 ряда провяжу ниточкой белого цвета, после чего подниму ниточку снова желтого цвета и 2 ряда провяжу резинку ниточкой желтого цвета. Таким образом, если мы сейчас посмотрим на нашу резинку, у нас получается вот первых 3 ряда провязано ниточкой голубого цвета, дальше 2 ряда белых, 2 ряда желтых, 2 ряда голубых,
2 ряда белых и 2 ряда желтых. То есть таким образом я резинку вязала 13 рядов. Итак, вот я провязала необходимое количество рядов для резинки. И смотрите, вот этот последний желтый цвет, здесь ниточку от моточка я сейчас обрезала. И давайте сразу измерим высоту резинки. Вот смотрите, она у меня получается ровно 5 сантиметров. Дальше вот здесь сбоку я поднимаю ниточку голубого цвета, первую кромочную петлю провязываю лицевой, и дальше все петли, и лицевые, и изнаночные, мы провязываем лицевыми петлями. То есть сейчас я вяжу вот этот ряд, провязывая все петли лицевые. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Первый ряд я провязала вот ниточкой голубого цвета, вязание перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я также вяжу все петли лицевые, так чтобы у нас образовывалась вот платочная наша вязка, платочные дорожки. Таким образом, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, мы заканчиваем вязать изнаночный вот второй ряд, лицевой третий ряд и изнаночный четвертый ряд, так чтобы после резинки вот ниточкой, вот в моем случае голубого цвета, у меня шло 2 платочные дорожки. Итак, вот я провязала 4 ряда ниткой голубого цвета, и у меня сейчас получилось 2 платочные дорожки. Давайте и на этом этапе измерим высоту нашей заготовки. У нас получается 6 сантиметров. Теперь мы будем приступать к вывязыванию нашего мыска. Мысок я буду вывязывать из 12 петель, поэтому я беру наше общее количество петель, которые мы набирали для резинки. То есть в моем случае это 40 петель. От этих 40 петель мы отнимаем 12. Это петли нашего мыска. То есть это у меня получается 28. И теперь мы полученное число 28 делим на 2 боковые части. То есть каждая из этих боковых частей у меня будет состоять из 14 петель. Вот эту ниточку от моточка голубого цвета здесь мы сейчас уже также можем обрезать. Я здесь оставлю вот только ниточку от моточка белого цвета, желтую и голубую я обрезала. И сейчас вот на чулочную спицу я просто переснимаю вот этих первых 14 петель. Это петли нашей боковой части. И следующие вот эти вот 12 центральных петель, это и будут петли моего мыска. На вот этом мысике я также буду продолжать вывязывать наши вот эти полоски. То есть чередование у меня будет точно такое же. То есть вот я закончила вязать голубую полосу, теперь я возьму ниточку белого цвета. Как я сказала, нитку вот здесь белого цвета я не обрывала, поэтому кончик я достану из середины моточка. Край просто прикладываю. И сейчас буду провязывать центральных 12 петель. Я взяла сейчас третью спицу чулочную. Вот первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Это первая петля. Дальше считаем. Вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 и 12 петлю нашего мыска мы будем провязывать изнаночной петлей. Это вот мы провязали 12 петель от нашего мыска. И здесь, если пересчитать, со второй боковой части у нас также должно остаться 14 петель. И вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. И сейчас я возьму четвертую чулочную спицу. То есть вот эти боковые части я оставлю вот на вот этих вот спицах чулочных, а центральную часть, вот этот наш мысок, я буду вывязывать на 2 отдельных спицах. То есть вот беру четвертую чулочную спицу и первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я также провязываю все петли лицевыми до конца этого ряда. Вот идет последняя петля в конце ряда, я ее провязываю изнаночной петлей. И вязание наше я вот перевернула на лицевую сторону. С лицевой стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше также вяжу все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю в конце ряда, то есть нашу 12 петлю, я провяжу изнаночной петлей. Вязание я перевернула вот на изнаночную сторону и вяжем 4 ряд ниточкой белого цвета. Первую кромочную я петлю снимаю, и дальше опять я все петли провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, я провязала вот также 4 ряда ниточкой белого цвета. Вязание я держу лицевой стороной вверх, и у меня получается с лицевой стороны вот 2 платочные дорожки белого цвета. И теперь я беру следующий мой цвет, желтый.
Значит, когда мы будем вывязывать наш мысок при смене цвета, первую кромочную петлю я не буду провязывать лицевой, так как здесь по краю мы должны сохранить количество кромочных петель, так как когда мы будем добирать петли, будет более наглядно и более удобно это делать. Поэтому при смене цвета первую кромочную петлю я не провязываю, а просто переснимаю. Вот она у меня остается беленькая. А дальше вот все петли я продолжаю вязать лицевыми ниточкой желтого цвета. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. И вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной нашей стороны первую кромочную петлю я снимаю. И дальше опять вяжу все петли лицевыми в изнаночном нашем втором ряду. Вот у меня осталось 2 петельки. Вот я эту петлю желтую провязываю лицевой, и белую петлю во втором изнаночном ряду я провязываю изнаночной петлей. Это наша кромочная петля. И вязание я переворачиваю вот снова на лицевую сторону. Приступаем к вязанию третьего ряда вот ниточкой желтого цвета. Вот здесь кромочную петлю я снимаю. И дальше опять вяжу все петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Таким образом заканчиваем вязать ниточкой желтого цвета третий лицевой ряд и 4 изнаночный. И в лицевом и в изнаночном ряду мы все петли провязываем лицевыми. Вот я провязала 2 платочные дорожки желтым цветом. Вязание держу лицевой стороной вверх и беру следующий мой цвет, нитку голубого цвета. Я ее также прикладываю. И опять при смене цвета, когда мы вывязываем наш мысок, первую кромочную петлю я здесь просто переснимаю. Я ее не провязываю. И дальше продолжаю вязать петли нашего мыска ниткой голубого цвета. Так, чтобы у нас было вот тоже 2 платочные дорожки, или мы сейчас провяжем 4 ряда. Если мы сейчас посмотрим на наш вот этот мысок, то есть вот эта голубая полоса, она у нас больше относится к подъему. Дальше вот смотрите, мы с вами провязали вот и вот белая полоса, вот и вот желтая полоса, и сейчас мы вяжем вот эту полосу голубым цветом. Дальше заканчиваем вязать 4 ряда вот ниткой голубого цвета. Далее здесь сбоку я подниму ниточку белого цвета. 4 ряда я провяжу ниткой белого цвета, 4 ряда ниткой желтого цвета. Опять же, нитку я не обрываю, а просто сбоку я ее буду вот поднимать от этого участка до этого. Дальше 4 ряда ниточкой голубого цвета. И здесь у нас еще останется 2 полоски. Дальше, когда я закончу вязать вот эту голубую полоску, я подключусь и покажу, каким образом мы будем провязывать вот эти 2 полосы, так как здесь у нас будет идти вот небольшое заужение нашего мыска. То есть, соответственно, вот еще 1, 2, 3, 4 полосы. По 4 ряда вяжем самостоятельно. И вот я провязала высоту мыска до убавок. Теперь давайте измерим наш мысок в сантиметрах. Значит, смотрите, высота нашего мыска получается, вот будем ориентироваться так, смотрите, примерно 5,5-6 сантиметров вот до нашей голубой полосы. Так, и общая высота, опять же, так, сейчас все расправим, у нас получается, вот вообще где-то 11,5-12 сантиметров общая высота вот этой моей детали. И теперь я буду немножечко закруглять мысок. На закругление вот этого мыска мне понадобится вот 8 рядов или вот 2 и 2 платочные дорожки. То есть сейчас ниточку голубого цвета здесь я уже обрезала и беру нитку белого цвета. Дальше сбоку я поднимаю ниточку белого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, как мы помним, так. И дальше вот вторую и третью петлю мы сейчас провязываем как 2 вместе лицевой петлей вот за переднюю стеночку. Это мы убавили 1 петлю. И дальше продолжаю вязать этот ряд до конца лицевыми петлями, не довязывая вот как раз таки до конца 3 последних петель. И вот как раз таки в конце у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю мы сейчас провяжем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Таким образом мы убавили по 1 петли вот в начале и в конце нашего мыска. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять все петли я провязываю лицевыми. Больше в этой нашей белой полосе мы никаких убавлений делать не будем. Поэтому вот это мы с вами вяжем 2 изнаночный ряд. Последняя вот кромочная петля провязываю изнаночный. Кончики подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Дальше 3
и 4 ряд ниточкой белого цвета провязываем все петли лицевыми. То есть больше в белой полосе никаких убавок мы делать не будем. Итак, вот у меня провязаны 2 платочные дорожки белым цветом, и ниточку белого цвета я обрезала. Приступаем к вязанию последней нашей полосы желтым цветом. То есть опять же вот сбоку я поднимаю ниточку желтого цвета. Первую кромочную петлю я просто переснимаю, не провязывая. И дальше после кромочной первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе вот лицевой петлей. И опять вяжем все петли лицевые, не довязывая до конца ряда 3 петель. В конце ряда, когда у нас осталось 3 петли, первую и вторую петлю провязываем 2 вместе лицевой петлей. И последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. Все, мы с вами сделали все убавки и провязали вот первый ряд ниткой желтого цвета. Дальше 2 изнаночный, 3 лицевой и 4 изнаночный ряд. Продолжаем вязать вот ниточкой желтого цвета, также, чтобы у нас было 2 платочные дорожки. Первую кромочную снимаем, последнюю петлю в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Итак, вот я провязала последнюю полосу желтым цветом, и желтую ниточку от моточка я обрезала. И вот такая заготовка у нас с вами получилась. Теперь опять же давайте измерим высоту мыска. Вот получается, ну, вот где-то 7 все-таки с половиной сантиметров высота вот от этой белой полосы, где мы начали вывязывать наши вот эти 12 петель, и до вот этого момента, где мы сейчас закончили вывязывать нашу желтую полоску. То есть 7,5 сантиметров высота моего мыска. Поэтому если, к примеру, вы захотите связать данные следочки на больший или меньший размер ноги, то отрегулировать их размер можно за счет вот этого мыска. Можно провязать на несколько полосочек этих больше или меньше, исходя из этого вы сможете отрегулировать размер ваших следков. Ну вот ориентироваться нужно и, конечно же, на количество полосок этих, то есть если наша плотность с вами будет совпадать, но и обязательно ориентируемся на количество вот сантиметров. Как вы видите, вот у меня сейчас получается 7,5 сантиметров. И общая высота вот этой моей детали сейчас получается, ну вот где-то 13,5 сантиметров. Дальше, после того, как мы связали вот эту нашу заготовку, при желании все эти кончики уже можно спрятать по изнаночной стороне любым удобным для вас способом, чтобы они нам просто не мешались. Я спрячу это чуть позже, а сейчас мы приступим к вывязыванию вот этой нашей детали, нашего подъема. Значит, наш подъем я буду вывязывать, начинать ниткой белого цвета, поэтому вот здесь я ее не обрывала, и поэтому вот, где у нас идет начало нашего вязания, сбоку я поднимаю ниточку белого цвета, и вывязывать наш подъем можно будет или на чулочных спицах, то есть, допустим, распределить петли на 3 спицы и 4 вязать, или можно воспользоваться вот круговыми спицами того же номера, что я вяжу и основное полотно моего следка, то есть номер 3 мм. Поэтому сейчас мы вывязываем наш подъем. Первую кромочную петлю вот здесь при смене цвета я буду провязывать лицевой петлей, то есть мы ее не провязывали, вот эту петлю при смене цвета, только в том месте, где мы вывязывали наш мысок. Сейчас по ходу вязания я покажу, для чего мы это делали. И дальше вот эти наши боковые петли я провязываю ниткой белого цвета. Провязывать все петли я буду лицевыми. Вот последняя петля, и я ее также провязываю лицевой. И вот я дошла до вот этого участка, где мы с вами должны будем сейчас поднимать петли. Теперь, как же нам понять, сколько нам необходимо поднять петель вот в этом участке? Количество петель, которые мы должны будем поднять, будет равно количеству платочных дорожек, которые мы с вами провязали. Наш мысок мы начали провязывать вот этой белой полосой, то есть 1 платочная дорожка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть здесь вдоль этой вот линии я должна буду поднять 16 петель. Поэтому вот я и говорила, что отрегулировать размер можно будет за счет этого мыска. То есть, во-первых, если следки вам нужны большего размера, то есть мы бы связали для примера даже буквально на 1 полоску больше, и, соответственно, и петель бы нам пришлось набирать больше. Поэтому, исходя из этого, вы сможете связать следки и на любой другой размер ноги. Значит, как я сказала, здесь я сейчас должна добрать 16 петель. Здесь, смотрите, где у нас идет последняя платочная дорожка желтым цветом,
здесь у нас идет сразу же петля. И здесь, естественно, поднимать будет неудобно. Поэтому, чтобы добрать именно 16 петель, и чтобы это смотрелось красиво, первую петлю я наберу не из этой белой кромочной петли, а из вот этого промежутка. Это у нас будет вот первая петля вместо вот этой последней платочной дорожки. То есть вот 14 петель я провязала, и теперь вот здесь, в этом промежутке, я поднимаю первую петлю. Вот первая петля. Дальше из белой вот вторая. Вот следующая петля белая, вот мы. Третья. Здесь, где желтый участок, мы также должны поднять 2 петли. То есть вот мы вставляем спицу в желтую петельку первую, вынимаем одну петлю, и во вторую желтую петлю я вставляю спицу и вынимаю следующую петлю. Если неудобно поднимать вот эти петли с помощью спицы, можете воспользоваться крючком и с помощью крючка поднять вот эти петельки наши. Дальше голубая наша полоса идет, и здесь мы также должны поднять 2 петли. То есть таким образом у нас должно быть здесь 14 петель и здесь 16 петель. Это до вот этих центральных наших петель. Итак, вот здесь я подняла сбоку 16 петель. Вот в желтую нашу вот кромочную петлю я подняла одну петлю, так как, напоминаю, одну петлю мы подняли здесь. И итого у нас получилось 14 и 16 петель. И дальше мы продолжаем вязать ниточкой белого цвета вот этих вот 8 центральных петель. Первую петлю я провязываю вот лицевой, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и последнюю петлю я также провязываю лицевой, так как здесь мы сейчас продолжим добирать наши петли. Дальше, если вы вяжете также на круговых спицах, как и я, вот спицу вытаскиваем подлиннее, делаем вот такую вот петельку и дальше продолжаем добирать петли вот на второй части нашего мыска. То есть здесь мы также точно таким же образом должны будем добрать 16 петель и заканчивать вязание мы будем вот этим участком. Провязываем все петли лицевыми и вот эту последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я добрала все петельки. Если мы сейчас пересчитаем все наши петли, то у нас на спицах должно быть 68 петель. Смотрите, сейчас мы будем приступать к вязанию второго ряда нашего подъема ниточкой. Вот я буду вязать белого цвета, поэтому здесь вот где-то в серединке, если вы вяжете также на круговых спицах, я вот также вытаскиваю такую петлю, чтобы нам удобно было вязать. Вот таким образом я сейчас буду вязать изнаночный ряд, то есть довяжу до вот середины и дальше вот продолжу вязать вот этот участок. Когда мы здесь будем вот так вытягивать петлю, здесь при провязывании вот этого участка стараемся хорошенько затянуть эти петельки так, чтобы у нас здесь не получалось вот таких больших промежутков. При желании вот эти все вот сейчас наши петли можно распределить на 3 чулочные спицы и также провязывать все ряды по кругу поворотными рядами. То есть вот первую кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу все петли лицевыми. Это я провязываю второй изнаночный ряд нашего подъема. Так я провяжу вот по кругу. Далее вязание переверну на лицевую сторону. И здесь у меня уже будет одна платочная дорожка белого цвета. Дальше я провяжу лицевой ряд ниточкой белого цвета и изнаночный ряд обратно я провяжу также ниточкой белого цвета. И в лицевых и в изнаночных рядах мы все петли провязываем лицевыми. То есть вяжем вот эти 68 петель вот поворотными рядами. И если сейчас вот здесь мы посмотрим на наш следок, я сейчас буду провязывать 2 платочные дорожки ниточкой белого цвета, или это будет соответствовать 4 провязанным рядам. Дальше 2 платочные дорожки ниточкой желтого цвета, или это будет соответствовать также 4 провязанным рядам. И одну платочную дорожку я провяжу ниточкой голубого цвета, или это у меня будет соответствовать 2 провязанным рядам. По поводу вот этого подъема, как я вам говорила в начале, здесь следок я одела вот в туфельку, и естественно вот эта подошва, она получается такая чуть шире и чуть выше, поэтому здесь такая платочная вот эта вязка получается такая более растянутая. Поэтому здесь что бы я вам рекомендовала: если эти следки ребенок будет носить на голую ножку, то можно вот этот подъем провязать вот всего лишь 4 платочные дорожки. И дальше мы приступим к вывязыванию нашей ступни. Если ребенок эти следки будет носить, к примеру, на колготочки или еще на дополнительные носочки, то этот подъем я рекомендовала бы вывязывать из 5 платочных дорожек. То есть я буду вывязывать вот этот подъем 5 платочных дорожек или 10 рядов. Итак, вот я провязала вот этот подъем. Как я сказала, я провязывала 5 платочных дорожек или 10 рядов. И смотрите, давайте измерим вот этот подъем.
И он у меня получается, ну вот где-то 2,5 сантиметра высота моего подъема. И ширина моего мыска, видите, здесь у нас заужение. Так, давайте вот здесь померим. Так, и так, ну вот почти вот 5,5, может быть даже и 6 сантиметров ширина моего мыска. И вот после того, как мы вырезали вот этот наш подъем, мы будем приступать к вывязыванию нашей подошвы. Подошву я буду вывязывать из 10 петель. Для этого мы берем общее наше количество петель, то есть у меня их 68, и отнимаю вот этих 10 петель, из которых я буду вывязывать подошву. Это у меня получается 58, и дальше эти 58 я делю на 2 боковых части. И каждая, получается, из этих боковых частей у меня будет состоять из 29 петель. Вот смотрите, я все практически кончики спрятала по изнаночной стороне. Вот таким образом у меня это все выглядит. Вот у меня остался буквально один кончик от начала моего вязания. Осталось мне его тоже спрятать. И вот идет моя рабочая ниточка от моточка. Подошву я буду вывязывать также ниточкой голубого цвета. Поэтому вот с лицевой стороны я сейчас вот провязываю с левой спицы на правую 29 петель. Вот первая это кромочная, я ее просто переснимаю, и дальше все остальные петли провязываю лицевыми, так, чтобы вот на правой спице у меня было 29 петель. Вот я провязала лицевыми 29 петель, и вот как раз таки следующие вот эти 10 петель это и будут петли нашей подошвы. Подошву я также буду продолжать вязать платочной вязкой, поэтому при желании эту границу сейчас можно отметить маркером или ниточкой контрастного цвета, но я сейчас при провязывании просто буду считать эти петельки. То есть вот у меня идет моя первая петля от нашей подошвы, вот я ее вяжу. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Вот 9 петель я провязала. И вот идет моя 10-я петля от нашей подошвы и первая петля от нашей боковой части. Теперь я покажу, каким образом мы будем делать убавление вот этих петель от наших боковых частей. То есть я сейчас правую спицу вставляю вот в нашу 10-ю петлю от нашей подошвы, подхватываю вот эту первую петлю от нашей боковой части и вот продеваю, видите, вот, и протягиваю в эту 10-ю петлю от подошвы. На самом деле вяжется все очень просто и быстро. То есть вот ее проделала через петлю, дальше петлю эту возвращаю обратно, это и будет наша вот сейчас 10-я петля подошвы. И в лицевом ряду эту петлю я провяжу лицевой. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вот первую кромочную я снимаю, это моя первая петелька. Дальше опять вяжем лицевыми петлями вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И вот 10-я петля идет. Вставляю вот сюда спицу, вот подхватываю петлю, вот смотрите, и вынимаю. Эту петлю спускаю. И петлю возвращаю обратно. И в изнаночном нашем ряду эту петлю я провяжу изнаночной петлей. И вязание я вот перевернула на лицевую сторону. Опять повторяем наше вязание. То есть первая петля кромочная мы просто снимаем. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И вот идет наша 10-я петля. Видите, вот эта граница уже у нас будет хорошо видна. Вставили спицу в нашу 10-ю петлю, подхватили вот эту боковую петлю и вот так мы ее сняли. Эту петлю спустили, вернули обратно петельку и в лицевом ряду эту петлю провязали лицевой. Еще раз давайте покажу. Значит, первая петля кромочная снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, и вот идет 10-я петля. Опять же, здесь вот расстояние получается такое чуть больше, поэтому эта граница хорошо видна. Вставили спицу, подхватили боковую нашу петлю, которая будет являться нашей вот как раз таки сейчас 10-й петлей нашей подошвы, одели обратно, и в изнаночном ряду эту петлю я провяжу изнаночной петлей. И вот таким образом мы продолжаем вязать нашу подошву, убавляя все вот эти боковые петли до тех пор, пока у нас в конце не останется с этой и с этой стороны вот у наших боковых частей
по 4 петли. Сразу хочу сказать, для чего мы делаем именно такое убавление, а не просто, допустим, провязываем 2 петли вместе. Если бы мы сейчас провязывали вот петлю от нашей подошвы и от нашей боковой части вместе, у нас с изнаночной стороны образовывались бы такие бороздочки, как швы, то есть они такие достаточно, ну, не маленькие получаются, а при запуске петель вот именно этим способом, что я сейчас показала, вот смотрите, я вывернула следок на изнаночную сторону, вот который я первой вязала. И посмотрите, здесь, вот где у нас идут вот эти стыки, убавление петель, получается все вот абсолютно гладко, и особо здесь ничего не выступает, потому что здесь получался бы такой достаточно вот большой край, если бы мы убавляли вот именно провязывая 2 петли вместе. С учетом того, что мы вяжем детские слитки, то я думаю, этот момент очень важен. Вот такие получаются аккуратные и красивые у нас края с изнаночной стороны. Ну и красиво, во-первых, это выглядит. И здесь будет все абсолютно ровно, мягко, и никакого дискомфорта это не будет доставлять ребенку. Итак, вот я провязала подошву, видите, да, до тех пор, пока с каждой из боковых частей вот у меня не останется вот по 4 петли. И теперь мы также будем продолжать убавлять вот эти боковые петли, но теперь мы еще дополнительно будем убавлять петли нашей подошвы. Поэтому вот с лицевой стороны первую кромочную петлю я снимаю и вяжу вот раз петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель подошвы я провязала, и здесь у меня получается, вот смотрите, осталось 4 петли, это от нашей боковой части, и 3 петли, это 3 петли от нашей подошвы. Первую и вторую петлю от нашей подошвы я провязываю 2 вместе лицевой петлей. И вот осталась последняя петля от подошвы. Здесь убавление делаю точно таким же образом. То есть вставляю спицу, вынимаю петельку, возвращаю обратно, и в лицевом ряду я ее провязываю лицевой петлей. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Опять вяжем петли нашей подошвы, не довязывая 3 петель, вот именно петель нашей подошвы. То есть вот опять от подошвы у нас осталось 3 петли в изнаночном нашем ряду. Мы эти первую и вторую петлю провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И вот идет последняя петля от нашей подошвы. Вставляю спицу, вынимаю петельку, возвращаю обратно, и в изнаночном нашем ряду эту петлю я провязываю изнаночной петлей. Таким образом, в конце каждого ряда мы будем убавлять 1 петлю от нашей боковой части и 1 петлю от нашей подошвы. Вот мы будем 2 вместе сначала провязывать лицевой петлей, затем вот петлю боковой части вот эту вынули, вернули и провязали. Таким образом мы убавляем петельки все вот до конца. И вот смотрите, у меня осталось вот 2 вместе провязываю. И вот последняя петля от нашей вот этой боковой части с лицевого ряда. Вот возвращаем, провязываем лицевой и вяжем последний изнаночный ряд. Вот у меня 4 петли на спице. Первую петлю я снимаю, дальше вторую я провязываю лицевой петлей, дальше опять вот вставили, вынули петельку, и эту последнюю петлю в изнаночном ряду провязали изнаночной петлей. И у меня на спицах вот осталось 3 петли, и следок я вот держу лицевой стороной вверх. И теперь вот с лицевой стороны вот я вставляю спицу, и эти 3 петли провязываю 3 вместе лицевой петлей. И петельку эту я вытаскиваю подлиннее, кончик обрезаю с тем учетом, чтобы нам сейчас этим кончиком шить заднюю часть нашего слитка. Дальше вот в нашу эту петельку вот я вставляю нашу эту ниточку, вынимаю кончик, и петельку эту я затягиваю. Теперь ниточку одеваем в иголку с большим ушком. Теперь нам осталось только сшить наш следок. Сшивать следок я буду по лицевой стороне. И нашу иголку я буду вставлять не в кромочные вот эти петельки, а в первую петлю от нашей платочной дорожки. Вот. Значит, смотрите, вот моя рабочая ниточка, и вот я вставляю иголку в первую петельку от платочной дорожки. Закончили мы вот здесь вязать наш подъем вот ниточкой голубого цвета, вот поэтому вот сюда я вставляю иголку в голубую полоску справа налево. Сначала с одной стороны вот ниточку вынимаю, и вот затем с другой стороны справа налево иголку вставляю и ниточку вынимаю. Аккуратно здесь все поправляем, чтобы у нас все края легли ровненько. Дальше вот идет следующая желтая полоса, то есть не в кромочную, а вот следующая платочная дорожка, и вот первая петля справа налево. И здесь также вот справа налево, здесь в желтую справа налево вставляем иголочку, и здесь точно так же. То есть весь шов я буду делать вот ниткой голубого цвета.
таким образом сшиваем наш шов до конца. Единственное, смотрите, на этом участке, где у нас идет резинка, я буду вставлять иголку также не в кромочную петлю, а вот между вот этой кромочной и вот этой лицевой петлей, вот видно, да, у нас тоже получаются такие вот протяжки, назовем их, вот, справа налево в белую, справа налево в голубую, справа налево в желтую и так далее. И с этой стороны смотрим тоже, вот здесь где-нибудь получается, вот, получается это лицевая петля здесь, вот я буду вставлять в желтую, в белую, вот сюда в голубую и так далее. Обязательно при сшивании контролируем, чтобы все вот эти у нас полосочки по цвету совпали. И вот, друзья, после того, как мы с вами сшили заднюю часть нашего слитка, все кончики, которые у нас есть, прячем самостоятельно, любым удобным для вас способом по изнаночной стороне. После этого наши следочки полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Ну а мы сейчас с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.